Если мне платили каждый раз, когда я вижу аниме, я бы был... Твою мать, это лучшая пародия! Ну что, ребятки, сегодня суббота, а это значит любимая рубрика всего интернета «Школьники перепели». Она будет выходить каждую субботу. А на этой неделе школьники перепели всеми любимый трек «Монеточки». Если мне платили каждый раз, когда я выстреливаю ваши комментарии... И по традиции, как только мы собираем 10 тысяч лайков под этим видео, я снимаю продолжение этой всеми любимой рубрики. А эти святые люди на моей стене — это топ-донат с предыдущего стрима. Ребята, спасибо вам большое за поддержку. Следующий стрим будет в четверг, 2 августа. При поддержке пабликов или не при поддержке пабликов. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Давайте разделим на два жанра. Есть пародии, в которых школьники перепевают текст. То есть они садятся, берут листок, обычный листок бумаги, мать его, А4, и пишут гребаный текст. Ну а пока что у нас школьники пересняли. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Обществознание, справочник ЕГЭ для подготовки. Больная тема для всех школьников, 10-11 класс. Подготовка к гребаному ЕГЭ по обществознанию. Знаете что? Я сдавал обществознание, и я к нему даже не готовился, и сдал его на 70 баллов. А вы думали, все блогеры-реакционисты тупые, да? Вообще-то не реакционисты, а реакторы. Скоро эта дисциплина появится в школах, и вы будете сдавать ЕГЭ по реакциям на YouTube. Посмотрим, насколько вы сдадите. Артем Шевченко. И сегодня я снимаю... Артем Шевченко. Артем Шевченко. Боже мой, Артем Шевченко. Ты за 3 секунды стал моим лучшим другом. Артем Шевченко. Господи, мне тоже надо надеть черную рубашку. Я снимаю его в Центральном Орловском парке культуры и отдыха. Я забыл, как этого чувака зовут. Артем Шевченко. Артем Шевченко пародирует Николая Соболева. Это пародия на каждый раз на Монеточку и на Николая Соболева. 2 в 1. Если б мне платили каждый раз, когда должны, сука, заплатить, я б за вас молился дважды в час, может даже перестал бы вас материть. Как жизненно Артем Шевченко отобразил реальную ситуацию с начальством, которое постоянно вешает лапшу на уши своим подчиненным. Оно не платит зарплаты, гребаные 18 тысяч, постоянной задержки в полгода зарплаты у большинства населения России. Серьезно, это ненормально. Если вы начальник и у вас есть подчиненные, и вы не можете им вовремя платить зарплату, просто идите нахер. Лучше быть Николаем Соболевым, чем быть таким начальником, как вы. Артем Шевченко сказал, что он снимает не на фоне помойки. Обожаю город Орел. К сожалению, я ни разу в нем не был, но Артем Шевченко выбрал самые лучшие виды города Орла. Артем Шевченко слишком горяч, слишком сексуален для того, чтобы делать на него реакцию. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о Fortnite. Паровозик тыр-тыр-тыр. Пишите в комментариях паровозик тыр-тыр-тыр. Чувака канал называется Логопед, но он не выговаривает букву R. Снимал больше видосов в день, я бы стал самым богатым на земле. Знаете, записал песню, а потом видеоряд, чтобы губы попали, когда записываешь рэп-клип. Смотрите, как он отчаянно старается попасть губами. Стал самым богатым на земле. Если мне платили... Я хочу такое же постельное белье. Все, кто о чем думает во время просмотра пародии, а я хочу такое постельное белье. Типичный игрок Fortnite. Но этот хотя бы пародии записывает. Пока что выпью просто чаю, ибо уже желудком плохо. Балтика, Лейс, куча сухариков и салат оливье, насколько я понимаю. Это прямо мой рацион, мой завтрак. Сегодня на завтрак я съел то же самое. Чувак, ставь лайк, если тоже любишь Лейс с шашлыком. Вместо нормального, обычного шашлыка. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о Fortnite, я бы снимал больше видосов в день, я бы стал самым богатым на земле. Чувак, если бы ты прекратил играть в Fortnite, ты бы стал самым богатым человеком на земле. Если б тебе платили каждый раз, когда ты думаешь обо мне, ты бы был богаче всех из нас, не пришлось бы дарить бабушкин браслет. Я вам давно хотел рассказать. Я давно хотел поделиться с вами этим. У меня просто наболело. Моя бабушка постоянно просит меня подарить этот гребаный браслет. Я даже не понимаю, что за браслет ей нужен. Где мы, я знаю наизусть. Даже школьники поют не с лиска. Господи, вы посмотрите, она поет с лиска. Она даже не может запомнить, как открывать рот. Это вы считаете уровень? Это даже недостойно появления в моей рубрике. Меня простить, я не хочу в счастливый час позорить вас.
Я вообще ничего не понимаю. Я смотрел «Войну и мир» от BBC, но я не понимаю, при чем здесь, что это значит, почему они запрыгнули внезапно в эту эпоху, я не знаю, царской России. Почему? Это аристократия, у них даже рабы есть, посмотрите. Это что, какой-то рассказ служанки? Я не понимаю. Теперь кручу в руках браслет, грубый как камень из реки. Иду на цвет, и он алым пламенем горит. Вот это разница в поколениях, понимаете? Школьники поют про Fortnite, их волнует только гребаный Fortnite. А люди постарше, люди за 30, им же уже есть по 30, да, и смотрите, они уже старые. Они начитались классической русской литературы. Моча Льва Толстого просто ударила в голову, и они снимают про какие-то браслеты, про какие-то письма, про какую-то прислугу, про бабушку какую-то, крепостное право, я не понимаю, серьезно. Всем привет, друзья, меня зовут Хитрый Лис, и у меня ни хрена нету голоса, я совсем не умею петь, я... Что это за пародия на Антона С? Я не понимаю, что это за парик из ниток. Почему у него PewDiePie и какие-то... Почему у него Данил висит? Где мой портрет? Мне что, нужно татухи на шее сделать, чтобы он повесил мой портрет? Сейчас возьму и сделаю. Сейчас возьму и сделаю татухи себе на шее. Окей. Хитрый Лис, я жду. Теперь снимай новое видео и вешай мой портрет на стену. Я не умею делать этот автотюн, короче. Зато я умею вырезать рисуночки, портреты блогеров и вешать их на стеночку. Если мне платили каждый раз, когда я вижу аниме, я бы был в Японии 100 раз, я бы стал самым известным на Твиче. Если бы мне платили каждый раз, когда я вижу аниме, я бы был в Японии 100 раз, я бы стал самым известным на Твиче. Ясно. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала. Какие аппетитные кадры, посмотрите, какая красивая композиция. Обожаю такие пародии. Это максимально соответствует названию рубрики. Школьники наложили минус и пересняли кадры несуществующего клипа. Вы, кстати, знали, что клипа Монеточки каждый раз до сих пор не существует, только неофициальный, где она также ходит по лесу и кружит. Сюда можно наложить абсолютно любую музыку, и вообще ничего не поменяется. Да ты, нахуй не слил зарплату, твоя пуси на стене висят со мной плакаты. Я ебал твою тёлку, я ебал твою... Думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Сестра Настя, отличница, записала это видео. Made this video show. Каждый раз, когда я думаю, Давай сначала, не переживай. Это всего лишь YouTube. стала самой бедной из людей. Да, не снимай ее, снимай природу, потому что от нее все равно толку никакого нет. Она даже пооткрывать рот на минус не может. Снимайте лучше природу. Мы платили каждый раз, когда лагал мой интернет. Я тогда миллиардером точно стал, был богаче бы, чем любой президент. Еле-еле ловит тот сигнал, что называется 3G. Но когда уже пройдет этот кошмар, ты мне, пожалуйста, скажи. Твою мать, это лучшая пародия. Официальное заявление. За всю историю рубрики «Школьники перепели», которую я назвал в своем инстаграме. Кстати, подпишитесь на мой инстаграм. Новой рубрикой. Это официально лучшая пародия на Монеточку. О чем я думаю сейчас и вспоминаю все эти дни, когда в рояльку я играл. Почему у нас в сегодняшнем выпуске одни батл-роялисты? Я не знаю, один Fortnite играет, другой в эту херню, я даже не знаю, как она называется. Ребят, напишите в комментариях, как называется эта игра. Или каждый раз, когда я думаю обо мне. Нет. А идея об ресторанах зажралась, я бы стал самой толстой из людей. Подождите, я, к сожалению, никогда в своей жизни еще не заходил в приложение Like. Ну неужели там настолько все хорошо? Если мне платили каждый раз, когда я думаю обо мне. Нет. А идея об ресторанах зажралась, я бы стал самой толстой из людей. Я сейчас сам запишу худшую пародию и сделаю на нее реакцию. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стал самой бедной из людей. Теперь реакция на худшую пародию. Господи, кажется, это тот чувак, который постоянно смотрит видео маленьких детей и школьников и унижает их, оскорбляет и смеется над ними. Чувак, херово быть тобой. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о еде, пишите в комментариях свое продолжение фразы, свою рифму. Ну а я ухожу с ютуба в музыку,
в рок, я не знаю, как называется этот жанр. Я пошел записывать свой альбом, а вас оставляю наедине с шедевром. С одним из самых потрясающих, и вот с этим вот. Каждый раз, когда я вижу аниме, я бы был в Японии. 100 раз я бы стал самым известным на Твиче.